Απόστολος Παύλος ένα σημείο και στη διδασκαλία του, τι σε εγνωνούν Κυρίου ή τι σύμβολος αυτού εγένετο. Ποιος μπορεί, λέει, να ξέρει τι σκέφτεται ο Θεός ή ποιος μπορεί να είναι ο σύμβολος του Θεού. Ο Θεός είναι ο Θεός και γνωρίζει πότε και πώς διαθέτει τα χαρίσματά του, τις δωρές του. Апостол Павел говорит, кто может знать, какие мысли у Бога, и кто может стать советником Бога. Мы этого не знаем. У Господа свой промысел, и Он единственный знает, кому, когда и через что Он может послать то или иное чудо. Поэтому здесь у нас только такое мнение может быть. При этом чудеса бывают не только видимыми. Многие чудеса мы просто не видим, мы не знаем о них. Они могут совершаться в душе у человека, в его сердце. В одной из книг церковных, которая имеет широкое распространение в Греции, рассказывается об одной семье, русской семье, у которых был один ребенок. И он с детства был научен родителями молиться Богородице. У них дома была большая икона, и ребенок, как я уже сказал, с детства привык молиться, читать разные молитвы, Богородица, Дева, радуйся перед этой иконой. Но когда ребенок вырос, ему стало надоедать это, и он думал про себя, ну вот столько лет я уже молился, теперь уже не нужно. Тем более я особенно никакой разницы в своем существовании не заметил, когда я молился и теперь, когда я не молюсь. Ему явилась Богородица и сказала, ну действительно, ты уже устал, хватит тебе молиться. Тем более ты сам не видел никакой разницы. Но и при этом она стала ему рассказывать случаи из его прошедшей жизни, из его детства. Например, помнишь, когда ты ехал верхом на лошади по мосту, лошадь упала, а ты остался, это я тебя спасла. Когда в твоей деревне вот случилось то или иное происшествие, ты не пострадал, это я тебя защитила. И она перечислила ему очень много таких случаев. Да, а этот мальчик, он просто не заметил всех этих событий. Он считал, что с ним так случилось в силу естественного хода событий, а на самом деле все эти случаи носили чудесный характер. Поэтому я еще раз говорю, что чудеса — это не только то, что явно предстает перед нами как чудо. Да, но чудеса — это также и то, что человек не может часто описать, часто заметить. Это то, что живет рядом с нами, рядом с в наших близких людях. И мы этого можем просто не заметить. Сейчас еще отец Парфений добавит. Поскольку мы заговорили о чудесах, когда мы приняли решение приехать сюда, в пределы Русской Православной Церкви, и у нас было
благословение от патриарха, от священного кенота Святой горы Афонской, από τον Οικουμενικό Πατριάρχη. от Вселенского патриарха мы получили Και согласие. τακτοποιήθηκαν τα πράγματα. Εμείς στο μοναστήρι είχαμε ένα φόβο, ας τον πούμε φόβο, ένα δισταγμό μπορεί να πει κανείς. И мы в монастыре, отцы нашего монастыря, испытывали некоторое сомнение, некоторое смущение, скажем так. Μας δυσκόλευε λίγο επειδή η περίοδος αυτή του προσκυνήματος είναι μέσα του χειμώνα. А именно мы беспокоились по поводу времени года принесения святыни. Это суровая зима должна была быть здесь. Και γνωρίζουμε βέβαια, όλοι το γνωρίζουμε αυτό, ότι εδώ στη Ρωσία είναι βόρειο το μέρος και είναι πολύ κρύα και αυτό μας εφόβιζε και είπαμε τις απόψεις μας στον Πατριάρχη, τον Κύριλλο. Мы все в Греции с детства знаем, что Россия — это северная страна. Вот, и зимы здесь суровые и трудные. И это нас несколько напугало, можно так сказать. И мы свои сомнения, эти колебания передали патриарху Кириллу. Και όταν ήρθε ο εκπρόσωπος του Πατριάρχου στο Άγιο Όρος, στη μονή μας στον Άγιο Παύλο, И когда спустя некоторое время представитель патриархии посетил наш монастырь, του είπαμε αυτό το πράγμα, ότι μας δυσκολεύει αυτό το πράγμα. Μήπως γίνεται να το μεταθέσουμε, παράδειγμα, μετά το Πάσχα ή το καλοκαίρι ή το Σεπτέμβριο. мы еще раз выразили ему свои опасения и спросили, может быть, есть какая-то возможность сдвинуть время принесения даров на весну, например, на время после Пасхи. Και η απάντησή του η εξής. Но он ответил нам вот как. Λέει, ο ρωσικός λαός Русский народ είναι μαθημένος και στα κρύα και στα χιόνια. привык и к холодам, и к снегам. Δεν υπάρχει εμπόδιο από εκεί. Поэтому в этом отношении нет никаких препятствий. Τότε και εγώ προσωπικώς И, και οι πατέρες и когда мы получили этот ответ, то я лично и все отцы είπαμε να είναι ευλογημένο, θα γίνει το προσκύνημα. мы с радостью это восприняли, успокоились, сказали, что пусть будет так. Το θαύμα. И чудо продолжилось. Όπου τον ομολογούμε και το λέμε. Λέμε και τώρα θαύματα. Δεν είναι θαύμα 8 ημέρες στη Μόσχα, δεν έβρεχε ούτε μία μέρα. Вот в Москве, пока находились дары, 8 дней, погода была абсолютно не зимняя. Φύγαμε από τη Μόσχα, πήγαμε στην Αγία Πετρούπολη, άλλες 8 μέρες εκεί πέρα πώς το καθίσαμε, ούτε μια μέρα δεν δυσκόλεψε τους πιστούς για να προσκυνήσουν. Мы покинули Москву, прибыли в Петербург. Там была тоже замечательная погода, немножко морозно, но солнце, и верующие стояли, и такое количество людей не испытывало никаких трудностей в очередях. Και όταν φύγαμε από τη Μόσχα και πήγαμε στην Αγία Πετρούπολη, στη Μόσχα άρχισε και χιόνιζε. Да, а когда мы покинули Москву и прибыли в Петербург, в Москве сразу же начались обильные снегопады. Όταν φύγαμε λοιπόν από την Αγία Πετρούπολη και ήρθαμε εδώ σε αυτόν τον τόπο, Когда мы покинули Петербург и прибыли сюда, в βλέπουμε Минск, το θαύμα του Θεού όλες τις μέρες δεκάδα, ούτε βροχή ούτε τίποτα. Όλος ο κόσμος τη νύχτα εδώ γυρίζει, ούτε μια ομπρέλα δεν ανοίξανε. Αυτό παρακαλώ δεν είναι θαύμα του Θεού. Ποιος μπορεί να τα αμφισβητήσει αυτό το πράγμα. Εγώ το βλέπω προσωπικώς, θαύμα του Θεού. то посмотрите, какая Δηλαδή здесь έχω αυτή την πληροφορία. замечательная солнечная, Μας ακολουθάει солнечная η χάρη του погода. Θεού. Солнечная погода. Все радостные, много часов в очередях. Разве это не чудо Божье? Αν κοιτάξουμε λοιπόν λίγο πιο βαθιά, να τα θαύματα, τα βλέπουμε μπροστά μας. Вот, если мы это осмыслим в совокупности, то вот еще одно чудо, которое перед нашими глазами произошло.
Αλλά τα θαύματα τα κάνει η πίστη μόνο. Но на самом деле чудеса творит наша вера. Διότι έλεγε ο Χριστός στους μαθητές του. Поскольку, как вы помните, Христос говорил своим ученикам: Εάν έχετε πίστη ως κόκκος νάπεος, если у вас есть веры хотя бы с горчичное зерно, και μη διακριθείτε, ό,τι πείτε θα γίνει. и если у вас будет такая вера, все, что вы не попросите, тотчас же исполнится, совершится. Μπορεί ένας πιστός να πει αυτό το βουνό να φύγει από εδώ και να πάει να Ατλαντικό ωκεανό. Να πάει και εκεί. Αυτή είναι η πίστη μας. Если человек, который имеет подлинную веру, прикажет горе сдвинуться с места, как это сказано в Евангелии, это действительно произойдет. Для этого нужна подлинная вера. Αυτό που εμποδίζει τα θαύματα είναι η απιστία μας. То, что является преградой для чудес, так это наше неверие. Διότι όταν ο Χριστός πήγε στην πατρίδα του, όταν ζούσε ο Χριστός, του ζητήσαν εκεί να κάνει θαύματα. Когда во время земной жизни Христа, мы все помним, многие просили от Него чудес и знамений. Γενναία άπιστη και διεστραμμένη, τους είπε ο Χριστός. Вот. А Господь отвечал им на это, иудеям: Δείτε θαύματα να δείτε, αλλά δεν θα δείτε τίποτα. род развращенный, Μόνο το θαύμα Ιωνά του προφήτη. вы требуете от меня только чудес Αυτό είναι. и ничего более. Вам не нужно. Η πίστη μας κάνει τα θαύματα. Поэтому я еще раз η повторюсь, αγάπη μας προς το Θεό. чудеса творит наша вера и наша любовь к Богу.